Всем привет! Меня зовут Илья Стрекаловский, и я, как и большинство парней моего возраста, хочу себе BMW X5, Гелендваген или Range Rover. Но езжу на десятке. Дело в том, что машины моей мечты стоят несколько миллионов, и купить их себе я попросту не могу. Однако, я постоянно захожу на сайты по продаже автомобилей и вижу объявления по 400 или 500 тысяч рублей именно за те модели, которые я хотел бы купить себе. Я прекрасно понимаю, что эти тачки развалятся на следующий же день, и для того, чтобы ездить на них, мне постоянно придется вливать деньги. Но тем не менее, так хочется взять и купить себе такой автомобиль. А вдруг проканает? Именно поэтому я решил обратиться к автоэксперту для того, чтобы рискнуть и попробовать подобрать минимально убитый автомобиль. Скорее всего, я останусь без денег уже через неделю после покупки машины, и мне придется продавать ее значительно дешевле, чем я купил. Но все же, я так хочу рискнуть. Вы не покупатель. Мы как раз, знаете, снимаем проект. Не, я знаю. Мы не у меня у самого салон. Мы не продавцы, еще раз говорю. Мы на YouTube ведем проект. Ищем машину, которую можно под проект там снимать, ремонтировать и ей заниматься. Точно так же, как обычные покупатели ездим. Не, понимаете, что вы у меня отнимаете время. Так мы покупаем машину. Покупаете машину? Да. Просто еще не знаем, вашу покупаем или другую, потому что вы нам не даете ее посмотреть. Не. Я вам даю посмотреть вот автомобиль. Ну все, смотри. Да, здесь, конечно, все вообще. Здесь половина всего разобрана. Сбоку было. Здесь нормально, более-менее. Сами крылья снимались, крутились точно так же. Потеки. Это у нас омыватель стекла. Течет у нас бачок ГУРа, крылья крашеные. Вот здесь, видишь, вот это место. Такая рябь идет, этот переход. Китайский ксенон стоит, Xiaomi. Уже разбирались, можно посмотреть здесь. На нем наклейка должна быть, ее нет, соответственно. Видишь, вот здесь телевизор тоже снимался, все криво стоит. Вот здесь лонжерон мятый, смотри. Вот в этом месте складка, вот тут складка. Вот тут вот отсюда вот видно, он вообще мятый. Нормально. Нет, это настолько не разбираться в машинах, но позиционировать себя. Да. Значит, смотрите, давайте. Первое. Здесь ничего не варено и ничего не мято. Машина не битая, не крашена. Сзади крашено два крыла, переднее крыло крашено. Вот дверь крашена, вот это. Вот это тоже. По двери, смотри, более-менее ровно. Ровно. Дальше. 65. 65 это дверь поменена. Это краска уже по металлу. Дальше 137. Вот это, видишь, крашеная. Вот 164. Здесь можно. А вот там... Да машина сама по себе такая. Сейчас я расскажу все. Вот видишь, стекло лобовое здесь заменено, не оригинал. Здесь тормоза свежие? Здесь не новые. Как бы вот здесь вот это кожзам, просто как бы похоже, это не кожа. Вот это кожа, это кожзам. Куча электрики вся переколбашена стоит, там китайский ксенон, там потеки идут у нас по насосу гидроусилителя, просадки по генератору, по подвеске что-то масло там течет, скорее всего, тоже сальников по мотору. Есть проблемы по пыльникам шруса. Не меняли стойки стабилизаторов. Пиксели выгоревшие, кулисы разболтаны абсолютно. Все работает как часики. Ну, это просадка по питанию опять. Дверную обшивку сними, она вся в говне, вон грязная. Вот здесь вот сзади все прокурено, прожженное. Просто неприятно находиться в машине. Ручник тоже не работает. Человек сказал, что ему не нужно делать, потому что машину на подъемах держит паркинг. 400 долларов смотреть, если интересно будет, позвоните. Владелец нам сказал, что нужно посмотреть машину, если понравится, он выйдет. Итак, что у нас тут есть? Во-первых, сломанное крыло. Здесь был удар в эту сторону. Стекло не оригинал, заменено. Жуки на крыльях. Заднее крыло помято. Сразу видно. Здесь вот основное, сейчас пока это удар спереди. Значок BMW уже такой непонятной свежести, стертый, куча сколов на краске. Вот эта вот дверь тоже перекрашена, видны следы ремонта. Вот здесь, смотри, вся вот эта вот штука чуть ли не наклеена. Вот здесь вон отломан кусок. И вот эта дверь тоже крашена, вот здесь видна вмятина. Это крыло тоже крашено, по этой стороне вообще машина получала, все стоит вот здесь вот криво, косо, не пойми как. Капот стоит не вровень. Капот, короче говоря, вообще походу весь собран. Посмотри, везде слой больше 600, охренеть. 700.
1000. Короче говоря, капота тут вообще не было. Просто супер. Ладно, поехали дальше. Первое впечатление — абсолютно убитая машина. И вот это крыло крашеное, у нее заднее одно. Вот здесь вот видно. Вот эта дверь крашеная, вот здесь вот идет больше. Шпаклевка на двери. Капот тоже крашеный. По фарам, видишь, тоже, смотри, немножко все такое мутное, старое. Ударов она по морде таких в ближайшее время не получала. Но здесь, смотри, бампер подкрашен, здесь краска отваливается. Резина зимняя стоит. Вот здесь, смотри, масло течет сильно. Это с датчика этого. Датчик скорости вращения коленвала. Да, вот здесь? Угу. Прокладка головы течет, вон, видишь? Все в масле, весь редуктор, все. Это у нас на коробку идет, охлаждение коробки, все течет. О, там прям вообще. Долезешь ты туда это снять или нет? Ну там Чё? вообще О, вон там они, вот по центру. Да, все нашел. Да, там все у нас в масле, это нужно срочно менять. Стоит магнитола у нас не родная, уже, видишь, трещина на бардачке, кожа полопалась. Когда-то кнопочки не хватает. Машина, конечно, очень большой пробег. Здесь у нас на машинке стучит головка блока цилиндров, с нее подтекает масло со всех сторон буквально. То есть, в принципе, тут как раз работает под целое шоу, а то и под 2-3 сезона. Итак, ошибки у нас по катализатору, ошибки по ванусам, по впускному и выпускному, соответственно, по обоим. Ну, в принципе, все пока. Ну, основное по ванусам, но это довольно серьезная работа. Это нужно снимать цепь, разбирать половину мотора, соответственно. Но как раз, в принципе, вместе с заменой прокладки клапанной крышки и прокладки головки блока цилиндров, если уж до того дойдет, можно поменять и это все. По коробке неисправности отсутствуют, при том, что масло из нее подтекает. Пока, значит, еще не до конца вытекло, по давлению надо смотреть. Изначально была очень неплохая, но вы за ней просто не следили. Вы ездили, она заводилась и поехала. А в результате подошел уже мотор, по мотору идет дымок небольшой, масло поджирает, надо следить. Ой, итак, выступаем прямо на фоне данного автомобиля, вот он у нас уезжает. Что могу сказать? Машина подгнившая, без серьезных аварий, но укатанная, ну просто, я не знаю, на такие огромные деньги. Я не знаю, чтобы наслаждаться владением от этого BMW, нужно быть по меньшей мере садомазохистом или что-то, я не знаю. Сколько нужно вложить, чтобы она была машиной? Чтобы она была машиной, ей нужно делать мотор, нужно делать коробку, нужно делать, я не знаю, там перетягивать кузов, перетягивать салон. Это не ремонт, это реставрация. Нужно просто открывать автосервис, брать всех своих друзей, там, не знаю, целое лето свободного времени. Еще обязательно нужно быть богатым бездельником. За последнюю неделю мы отсмотрели огромное количество автомобилей. Все они находились в ужасном состоянии, и, честно признаться, мы уже отчаялись. Как вдруг всего за 400 тысяч рублей нашли вот этого красавца. Как вы видите, уже темнеет и все банки закрыты, поэтому сегодня мы не успеем оформить сделку. Но завтра с утра я проснусь, если я вообще усну сегодня ночью, и мы поедем оформлять эту тачку. На следующее утро мы большой, веселой и шумной компанией отправились на сделку. Когда мы приехали, продавец уже был на месте. Проверив автомобильно-юридическую чистоту, мы сняли в банке 400 тысяч и начали оформлять договор. Парни бегали вокруг машины, рассматривая ее вдоль и поперек, а я трясущимися руками заполнял пустые графы. Сделка медленно, но верно близилась к завершению. Я запомнил, что я продавец, а ты покупатель, да. Ой, все заново заполнять. Ну, теперь, когда уже деньги уплочены, машину я получил, что с ней не так, рассказывай. Ну, все, что вы вчера смотрели, все так и есть. Машина теперь только одна проблема, это ты. Да, но мы ее можем решить очень быстро. Я думаю, что надо застраховаться, потому что мы сегодня будем наваливать. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Вот это молодые просто, я в шоке. По-моему, ушла как говно.
Вообще ни о чем. Разгона не было. Какой разгон? На 3 литрах. 239, да, по-моему? Одна. Ой, господи. Еще хуже. Я думал хотя бы 39. Нет. Но не смогла. Вообще не валит. Как мне подвинуть сиденье? Что и где тут включается, теперь мне надо разбираться. Зачем? Газ включается справа, коробка тоже под рукой. Все. О, так, слишком много машин, мы поедем в тот двор, потому что нам все равно плевать, куда ехать. Главное то, что у нас Бэха, и она едет. Что она пищит? Наверное, потому что я не снял ручник все это время. Слушай, ну машина в управлении очень такая увесистая, прям, ну тяжело, руль крутится. Высоко сижу, удобно еду, далеко гляжу. Знаете, что у меня есть? У меня есть вот такая вот хрень, и она еще делает вот таким вот образом. Мне очень жаль, что заканчивается лето, потому что я бы ездил только так. Ну-ка. Она просто на горячем. Вот она. Что? Боевисты поймут. Что это было? Так, ребята, вы разбираетесь в тачках, не я.